Здорово, танкисты! Всем привет! С вами Серега, с вами Индомит. Сегодня у нас очередной смотр танков нашей любимой игры Мир танков от Let's Game. Сегодня у нас на обзоре арта немецкая, проходная прокачиваемая ветка 7-го левела ГВ Пантер. Вот такая вот коричневая, да-да, техника, фу-фу. И прежде чем продолжим обзор, конечно же, ребята, прожмите лайк под видео и подпишитесь на канал, кто это до сих пор не сделал. Поддержите танкиста, уже вот скоро 50 тысяч подписчиков, надеюсь на вас. Ну а мы с вами начинаем обзор и отправляемся смотреть сначала бронирование данного агрегата. Погнали. Итак, господа, коллижн модель нашего ГВ Пантера, да, смотрим. 73, ни хрена себе НЛД как для арты, я сейчас скажу, в чем фишка, да. 71, ага. Рубка 70, 57, 30, 67, 70, 56, вот эти по 20, да, боковое бронирование. Вот только низ у нас, смотрите, закаточное пространство 91, верх 30, 20, 16. О чем я, собственно, хотел. Почему смотрим даже на арте бронирование? ГВ Пантер видите на карте. Хотите его забрать фугасом, а бронепробить вашего фугаса возможно 46, 54, 52, 60. Вот что-то такое, да? И как вы его фугасом будете пробивать? Попади вот сюда, 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 никак. То есть нужно понимать, что ГВ Пантер на самом деле против фугасов в принципе местами защищен. Да, и закаточное пространство вот это, и в лоб это НЛД, ВЛД, и даже местами в рубку. Поэтому лучше заезжать с борта арте и бить надгусеничную полку и в рубку сбоку. Вот такой прикол. Касаемо основных модулей, конечно же, арте нужна топовая рация, связь с союзниками, топовый двигатель. Ходовая это даже не обсуждается. Пушка нас интересует топовая 7-го левела, 600 альфа на снаряде осколочно-фугасном с дезориентацией, 730 без дезориентации, 400 на кумулятивном снаряде. 39 пробития на осколочно-фугасном с дезориентацией, 49 без дезориентации, 224 на кумуле. Да-да. Заряжается пушка 27 секунд на стойке, и это уже лучше, чем на 6-м левеле этой ветки от Ехумель, да, что я несказанно рад. Вот 1333 ДПМ, 0,64 точность, 5,1 секунды время сведения. Это все данные на стойке, которые же можно экипажем, там перками, оборудованием, доп-пайком, в конце концов, инструкциями улучшить. Касаемо полевой модернизации. Во втором блоке доработка ходовой, в четвертом комплекс Охотник С, в пятом блоке настройка гидравлики, схема 2. Касаемо оборудования, поскольку у нас открытая рубка, здесь единственный правильный комплект это досл, это приводы и это УМП. По снарядам. У нас осколочно-фугасный с дезориентацией летит 440, без дезориентации 471 метр в секунду, а кумулятивный летит 528. Ребят, рекомендую с собой возить осколочные фугасы с дезориентацией и какое-то количество кумулятивных. По снаряжению ремка, аптечка, огнетушитель можно автоматически, да, но сильно он вам не поможет, только потратитесь. Но я вообще рекомендую на арте играть с доп-пайком, который реально улучшает параметры данного агрегата. У нас 5 членов экипажа, перки наблюдайте перед собой в таблице. Что тут скажешь про эту арту, если мы всю ветку отсматриваем, либо в сравнении с другими артами 7-го левела, да? Основные критерии это время заряжания орудия, и оно здесь более-менее приемлемое, назовем его так, да, вот сейчас пушка у нас заряжается 23,5 секунды, а могла бы заряжаться, ребята, 21 почти секунду. У меня просто заряжающий командир не переобучен на эту тачку на 100%, я просто снимаю обзор, не успеваю переобучать, все это делаю за серебро. То есть на 21 секунду ее можно где-то раскачать. Вот это в принципе терпимый, нормальная КД, даже для такой альфы. Второй параметр очень важный для любых из арт, это угол вертикальной наводки, то есть насколько арта умеет забрасывать за препятствия. Эта арта, к сожалению, имеет минимально возможные углы 45 градусов, это стандарт, минимум бывает 60, бывает 70, у нас, извините, 45. К сожалению, за труднодоступные какие-то камушки здесь хрен забросишь, как на рельефных, так и на городских картах. И третий параметр, наверное, все-таки это подвижность, насколько быстро умеет арта менять позиции, перекатываться и прочее. 46 в цифрах вперед, 12 назад
У нас почти 12 лошадей на тонну. Увы, свою максималку эта арта никогда не наберет. И с места стартует очень все это дело вяло. Потому что лошадей у нас меньше 15 на тонну. И это вот прям первый признак, что арта достаточно медленная. Не шустрая. Увы, увы, увы. Давайте уже отправляться в бой. Посмотрим, собственно, что она в реалиях способна. Погнали. Так, господа, обзор боем у нас... Сейчас микрофон. Обзор боем у нас ГВ Пантер. Арта 7 левел. Проходная прокачиваемая ветка. Такс. Попали на Прохоровку против 9 и 8 левелов. Да. По одной арте с каждой стороны. Сетапчик, конечно, нам сложненький. Ну, Прохоровка, наверное, одна из самых удобных карт для арт. И вот как раз здесь мы и посмотрим, а сможем ли мы на этой арте сделать хоть какой-то вменяемый результат. Вот. Угол заброса важен даже и здесь, в любом случае. У нас он небольшой, и это минус этой арты. Вот, но заряжается она хотя бы получше, чем 6-й левел. Вот 6-й это вообще просто. Это хумель, это кусок дерьма. Это арта хотя бы в каких-то смыслах половчей. В каких-то смыслах. Ух ты, Гсор катит. В каких-то смыслах. Ух ты, сладкий. Сейчас он быстро отлетит, мы ничего не сделаем. Он умирает. И... Так, попали. 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 Вот, опять светится. Типа бронированный. Давайте бланданем. Не знаю, может быть оглушил. Но не стопроцентная инфа. Инфа не сотка. Текс. У нас пошла 263 чуть-чуть вперед. Не знаю. Так, это кто это тут такой красивый? Ты умираешь, родной. Блин, переброс будет. Да, его убили. Вот так вот и воюем. Попасть не можем ни в кого. Заряжаемся. Давай, 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 переводись. Но он уже отсветился. Да. О, тут что-то падает. ЛТшек нет в бою, поэтому бой будет такой достаточно туговатый. О, столбы уже падают, или? О, катит. Тот красивый, мощный. Сейчас нарвется. На тебе. Ребят, стреляйте, он пока... Вот. Ай-яй-яй, он снял оглушение. Это гаденыш. Но мы в него хотя бы залупили разочек. Счет 2-5, нехороший счет. Очень нехороший.
Слушайте, ну он должен высовываться. Где-нибудь вот здесь, вот он. Оглушили. Бейте. Не будут бить. Ух ты, тут сколько всего светится. Все, этот поиграл. Есть чуть-чуть, поцарапали. Ковой 5 перетянулся. За вагонами будет неудобно. Кинга. Готовимся ловить. Так, катит вперед. Мощный. Так, его вообще бить будут? Вот. Так, сводимся. Оглушен, стреляйте в него. Никто не стреляет. Вы представляете, вот смысл оглушать? Никто не стреляет. Никто. Это быстро сейчас убежит. Стоять. Полиция. Так, 700 настреляли. 700 настреляли. Ты гля, ездит, их вообще никто не бьет. Чё ТЛ-то? Вот. Другое дело. 6-6 счет выровнялся, пацаны. На тебе по башке. Так, 900 настреляли пока. Ассист не идет у нас по оглушению. Союзники вообще в танки не стреляют, которые мы глушим. Ну, просто не стреляют. Он стандарт исполняет. Ну, там тяжело там прокинуть. На тебе. Все, ребят, мы засветились, да. Скорпион уже, скорпиончикс, и тут много чего подъехало, нас засветили. Ребята, суммы дали там уже, кстати, 1,5, как и планировали. Может еще, кстати, будет остаточно, не знаю, там блайнды у нас что-то там. Посмотрим. Я думаю, это проигрышный бой, наши все зажались, хотя по ХП ведем, по стволам одинаково. Давайте смотреть, кто тут чего тут будет исполнять. Очень много светилось танков противников на лей, но наши настолько вяло и лениво стреляли, что даже тут даже что-то говорить. Сор, чуть вперед пройди, жопа торчит. Слушайте, ну 11-8, может, выиграем? В целом, конечно, арта туговатая, особенно для кар, где нужен нормальный угол вертикального заброса. И у нашей, конечно, арты ГВ Пантер хороших углов нету. Но, как я уже говорил, заряжается она бодрее, чем... Она заряжается бодрее, чем шестерка, чем Хумель, и это уже радует. То есть семерка, по сути, в ветке немецких САУ лучше, чем 6-й левел, по факту. Более быстрой зарядки орудия. Да ладно, что ты, ГВ Пантер, сдавайся. Все. Ребят, победа. 13-8, по идее, должны затащить. Стандарт у них остался.
и М3, М2 вайп, прошу прощения. Наши прям приободрились, нормально в конце хоть начали стрелять. Но начало было, вы сами видели, сколько танчиков врагов ехало по аллее, и вообще по ним никто даже не собирался стрелять. Просто от слова совсем. От слова совсем. Вон он. Все, всех нашли. Кто где стоит. Как-то так. Ну, вроде побеждаем. Поэтому ГВ Пантер не лучшая арта, но и не худшая. В этой ветке есть вот Хумель. Я вообще не артовод, честно говоря. Не знаю, много ли, мало я настрелял в этом бою. Непонятно. Будем так говорить. Так. Все нормально. Стандарт уже, в принципе, наигрался. Вафля, баба, победа. Похвалить эту арту и кайфовать на ней точно, с моей точки зрения, не получится. Потому что, ну, какой кайф вообще на арте, в принципе, играть, да? А какой кайф играть на этой арте? Попадите вы в город, на другую карту, не на Прохоровку, у вас, я думаю, попа синим пламенем сгорит. Либо даже рельефная карта, где-то надо будет за гору, за камень закинуть, это арта не про это. По пятибалльной системе более чем, ну, даже не знаю, 2 с плюсом я и не поставлю. По оборудованию открытая рубка единственный правильный комплект. В принципе, все. Вот. А стрелять кумулятивными снарядами на этой арте, точность как-то не сильно хорошая. Очень часто, если будете прям плотно сидеть на кумулятивных снарядах, скорее всего, у вас будет очень много промахов, либо здесь кумулятивный снаряд, и он говорит о том, что будете попадать в какие-то фальш-борта, какие-то гусеницы, там катки зачастую, да, и пробития не будет, потому что это кумулятивный снаряд. Вот в целом вот такое вот у меня мнение по ГВ Пантер. Подписывайтесь на канал, пожимайте лайки, ребята. Ну а я вам говорю, до скорых встреч. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и конечно прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.